Привет, здесь Техноенот. Если вы начинающий коллекционер масштабных моделей и хотите узнать побольше о таком явлении, как цинковая чума, то оставайтесь с нами на несколько минут. Мы поведаем вам страшную историю. Если вы опытный коллекционер, то наверняка знакомы лично с этим неприятным явлением, но все равно оставайтесь с нами, а вдруг узнаете для себя что-то новое. Итак, вы коллекционируете модельки, всячески ухаживаете за ними, сдуваете пылинки и оберегаете модели от внешних воздействий и повреждений, но в один прекрасный момент вы можете заметить, что ваша обожаемая модель, которая могла стоять в коллекции спокойно несколько лет, повреждена. Вдруг ни с того ни с сего на ней появились вздутия, трещины, или даже больше стали отвариваться двери или прочие детали, и даже ваш код тут ни при чем. Похоже, к вам пришла цинковая чума. Не буду грузить сложной расшифровкой названия цинковая чума из Википедии. Скажу просто. Это негативное явление, возникающее вследствие нарушения технологии приготовления сплава и заготовок для модели. То есть из-за экономии производитель отходит от классического состава сплава или технологии, позволяющей получить качественную заготовку. Ну и получается, что если условно вместо дорогих алюминия или магния добавить в сплав более дешевые свинец или олово, то они начинают вести себя в сплавах нехорошо. Олово просто превращается в порошок, а свинец из сплава с цинком переходит в состояние чистого свинца. И то, и другое делает модель хрупкой, и она погибает. Как и где родилось название цинковая чума, достоверно неизвестно. В специальной металлургической литературе оно изначально не встречалось. И вроде как родилось среди коллекционеров масштабных моделей, впервые массово столкнувшихся с данным явлением. Хотя такое название, как оловянная чума, известно уже довольно давно. Она послужила одной из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 году. Экспедиция просто осталась без горючего из-за того, что топливо просочилось из запаянным оловом баков, пораженных оловянной чумой. То есть вследствие сильных морозов олово потеряло свои свойства и разрушилось. Нужно отметить, что перепады температур или сильно низкие температуры могут негативно повлиять на состояние ваших машинок. Но тут просто нужно соблюдать простейшие условия хранения коллекции, о которых мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. Ссылочку можете найти в описании. Но все-таки специалисты склоняются больше к мнению, что внешняя температура воздуха не оказывает стопроцентного влияния на возникновение цинковой чумы. В основном беда, конечно, связана с нарушением технологий на заводах изготовителей моделей. В зависимости от специфики технологии изготовления, ее нарушение может заключаться в неверных пропорциях составляющих цинкового сплава, соблюдение которых при производстве прямо влияет на прочность изделия, либо в отсутствии или присутствии в его составе компонентов, своими свойствами влияющих на структуру сплава. Замечено, что этой бедой страдают модели, выпущенные в период примерно с середины 90-х годов по начало 2000-х, то есть в те времена, когда из-за экономии и прочих негативных моментов, вызвавших повальное ухудшение качества материалов и снижение контроля качества производителями, нарушались принятые составы сплавов, нарушались пропорции или вовсе вместо одних компонентов использовали другие, более дешевые. В материалах из цинкового сплава также происходят процессы, разрушающие структуру материала. Но все это может быть растянуто на неопределенно большой срок во времени. Главное соблюдать техпроцесс. Ну, а если техпроцесс не соблюдался, то эти негативные процессы происходят гораздо быстрее и приводят к гибели любимой, может быть, очень дорогой, как в денежном эквиваленте, так и просто для себя лично модели. Вот и получается, что если вы приобретаете модель 90-х годов выпуска, то риск получить чумную модельку повышается. Поэтому некоторые коллекционеры даже не покупают модели рисковых годов выпуска. Но первые сигнальчики стали поступать еще в конце 70-х годов, когда производство моделей на ПО «Тантал» ежегодно нарастало, а производственных мощностей и, вероятно, требуемого сырья было недостаточно. Но наблюдалось это явление совершенно недолго, и возникновение чумы у моделей 79-го и до 90-х годов выпуска наблюдается крайне редко. Кстати, многие так боятся цинковой чумы, что сразу отделяют больную модель от остальной коллекции, боясь переноса заразы. Но эти опасения все-таки беспочвенны, и болезнь металла не перекинется воздушно-капельным путем на другие машинки. Даже можете потереть больную машинку о здоровую, и ничего не будет. Но это уже извращение. Ну а вот излечиться от этой чумной болезни, к сожалению, никаким образом нельзя. Как говорится, умерла так умерла. И еще, бытует мнение, что модели иностранных производителей не подвержены такой беде, но, к сожалению, это не так. И производители иностранные иногда грешат нарушением технологий. И фотографий поврежденных чумой моделей вполне достаточно можно найти на иностранных форумах коллекционеров масштабных моделей. Но это, конечно, очень редкое явление. Также отметим, что не только модели масштаба 1 к 43 болеют, встречается беда и на моделях в 18 масштабе зарубежных производителей, а это, согласитесь, уже потери. Но не стоит отчаиваться. Что можно посоветовать в данном случае? Просто соберите как можно больше информации про интересующую вас модель.
Постарайтесь погуглить комментарии обладателей аналогичных моделей. Особенное внимание уделите вопросу прочности. И только после этого идите в магазин, где следует внимательно осмотреть модель перед покупкой. Но, к сожалению, не всегда это возможно. Да, если вы заметили на краске вздутие, то это еще не является приговором для модели. Процесс вполне может остановиться, и модель может простоять на полке долгие годы, а может и не простоять. Поэтому не стоит сразу выбрасывать такую модель, она еще может пожить. Ну вот как-то так. Берегите себя и свою любимую коллекцию. Если информация оказалась полезной, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что были с нами.